И снова всем привет, с вами Литорн. И после довольно-таки долгого перерыва, ребят, мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии, я вот тоже, можно сказать, помню, на самом деле я просто пересмотрел прошлую серию прохождения. Вот, в прошлой серии я собирался пойти выполнять задание, которое находится прямо здесь. Это задание связано с храмом Бераса. Вот, поэтому сейчас мы туда и отправимся. Да, игра очень сильно, конечно, обновилась и, возможно, очень сильно изменилась, поэтому, возможно, сегодня я буду очень много тупить, не понимать, что происходит, какие заклинания использовать, почему все изменилось. Потому что, как вы помните, ребят, начинали мы прохождение с вами, когда у нас была версия или 1, ну, точнее, начинали, когда была 1.0, потом 1.2, вот, а сейчас версия уже 4.1. Поэтому тут, конечно, может быть куча каких-то изменений, о которых мне пока еще неизвестно, но мы вместе будем разбираться потихонечку. Ну что ж, поехали. Вы подходите ближе, и дверь начинает трястись и стонать. Смотри, дверь. Камень испещрен замысловатыми руническими надписями. Под ними изображена группа молящихся двум гигантским угрям, свернувшимся над большой дверью. Жеса Умауа прикладывает к двери какой-то диск. Похоже, чтобы открыть дверь, понадобится артефакт, благословленный Берасом. У нас с вами есть этот артефакт, приложить к двери свернувшихся угрей. Когда вы подносите свернувшихся угрей к стене, каменный амулет в вашей руке начинает дребезжать, из него вырываются сгустки ауры. Языки ауры устремляются к двери, погружая ту в сиреневое сияние. Откуда-то снизу слышится бормотание, будто сам Берас приглашает вас войти. Дверь открывается, опускаясь вниз. Так, обыскать висящие усыпальницы на предмет похвалы Изиру. Двери закрыты наглухо, и вы не видите запирающего механизма. Они должны открываться откуда-то еще. Ну что ж, посмотрим. Не ходит. Еще я хотел проверить одно заклинание. Так. Все правильно. Край карты. Это у нас какая-то уже исследованная область, туннели в катакомбах. Возможно, нам туда и нужно будет в итоге добраться. Отлично, ловушечка. И даже вон какой-то враг. Ну, пока он далеко и нам не опасен. Так, жемчужина и Хоуна Махи. Так, спокойно, ребята, еще одна ловушечка. Ловушками у нас Серафим занимается. Так, сложность замка 8. Требуется отмычек 3. О. То есть теперь, получается, можно открыть что-то, только нужно больше отмычек. Интересно. Раньше вроде такого не было. Средний щит отличного качества. А какой у нас вообще щит? У нас большой щит. По крайней мере, у главного персонажа. А, кстати, у Эдера. У Эдера хороший средний щит. Отклонение 8. Точность минус 4. То же самое. Все то же самое, но здесь, смотрите, отклонение щитом плюс 4. Поэтому я думаю, что мы с вами сейчас его наденем. Вот так вот. Так, враг. Все нормально, пока у нас не трогает, но... О, все, начал трогать. Ладно, поехали.
Отражение. Отражение — это любая способность или эффект, способная нейтрализовать действие эффекта другого типа или дать неуязвимость к таким эффектам. Все отражения делятся на две группы — вдохновение и ключевые слова. Каждое вдохновение воздействует на определенную характеристику, ловкость восприятия и так далее, и автоматически отменяет действие и дает неуязвимость к воздействиям на ту же характеристику. Воздействие можно использовать таким же образом, чтобы убирать вдохновение. Ключевые слова описывают эффект вода, огонь, мороз. Связи между ключевыми словами двухсторонние, так что огонь противостоит воде, а вода огню. То есть они ввели систему, если ее раньше не было, похожую на систему в Divinity взаимодействия стихий, только здесь она просто отменяет друг друга. Например, персонаж под воздействием пламенного щита, ключевое слово огонь. Враг применяет против него непреодолимую волну, для которой ключевое слово вода. Полный эффект непреодолимой волны нейтрализуется, пламенный щит снимается. Ясно. Смотрите, камера так приближается теперь еще. Интересно. Я думаю, сегодня будет много подобных удивлений. Так, меч отличного качества, средний щит и нагрудник отличного качества. Нагрудник — это интересно. Здесь нагрудник хорошего, кстати, качества. Вот смотрите, это уже лучше. Так, а на остальных у нас, по-моему, своя броня. Здесь, правда, кольчужный доспех. Ну ладно, мы одели на Зоти, и это даже хорошо. Так, не забываем, что у нас тут с вами могут быть всяческие приключения. 4 отмычки. Обнаружена ловушка. Вот, смотрите, какая она незаметная. Будем знать. Так, здесь ничего нет. Сохранимся. Так, и здесь у нас как минимум один враг. Вот, тут побольше, чем один, ребят. Восставший борец, сияющий ревенант и еще один сияющий ревенант. Так, вы знаете, наверное, мы с ними будем драться где-то вот здесь в проходе. Не хочу я по-другому. Так, а еще нам нужно вспомнить защитные стойки. Стойка защитника, стойка против толпы, боевая стойка. Так, здесь есть такое дело. Здесь... Время действия вы не можете двигаться. Вот это мне нравится. Так, здесь у нас возвышенная выносливость, фанатичный рывок, защита при выходе из боя, истинное убеждение, так, а также преобразует некоторые попадания в критические. Возможно, на будущее нам это пригодится. Стремительная перезарядка, но точность при этом снижена. Ладно, хорошо. Так, двигаться мы не можем нашим главным персонажем. Давайте сейчас расположим. Кстати, да, задание это, по которому мы сейчас идем, оно у нас... Сейчас я его покажу. Похвала мертвецу. Вот. И оно на один уровень выше, чем мы, поэтому я так тщательно готовлюсь.
Опа, а вот еще один враг, смотрите-ка. Появился. Это, конечно, не есть хорошо, особенно с учетом того, что здесь Эдер. Точнее, не Эдер, а Лот. Давай-ка ты вернешься назад. Так. Так. Нам сначала нужно разобраться с тем, кто сзади. Причем так дружненько разобраться. Так, теперь можно и стену огня поставить где-нибудь вот так, наверное. Так, Эдер у нас себя уже не очень комфортно чувствует. Надо вспомнить, есть ли у нас вообще подлечить возможность. Если есть, да, у нас есть. Так, Серафен. Что у нас может Серафен сейчас? Ничего он не может сейчас. Так, а вот, кажется, не кастанул свою стену огня. Ох, ребята, я чувствую, нам сейчас здесь тяжело придется, очень тяжело. Потому что, смотрите, этого мы еще даже не убили. Так, по-моему, наш главный может поднять кого-то. Да. Так. А Зоти в этот момент кастанет круг. Хорошо. Так. Алот у нас сейчас пойдет продолжать атаковать. Продолжать пытаться ставить свою стену несчастную. Потому что что-то никак ее не поставят. Вот, то ли сбивают постоянно. Окружение, ослепление. Наконец-то мы кастанули стену. Теперь надо бы отойти. Так, у Эдера все не очень хорошо. Второе дыхание. Здесь мы уже все ресурсы свои потратили. Восстановим их. Так, здесь что у нас? Здесь тоже восстановим ресурсы. Нет, это нам не надо. Это нам не надо. Так, а как отменить? Что-то вот я уже не помню, как отменить. Восставший волшебник тут еще есть. Да, ребята, по-моему, мы с вами зря сюда пошли. Особенно с учетом того, что я очень плохо помню, что вообще происходит.
Так, Эдер у нас еле держится. Да. Все-таки уровень разницы, оказывается, ребят, это серьезная проблема здесь. Я, конечно, могу кого-нибудь поднять сейчас. Вот, но надолго ли этого хватит? Очевидно, ненадолго. Ну так, просто посмотрим, чем это все закончится. Но я уже понимаю, чем это закончится, ребят. Возможно, все-таки нам сюда еще рано. Да, нам сюда еще явно рано. Ладно, я даже не буду доигрывать. Давайте вернемся в главное меню. В общем, что мы поняли? Сюда идти точно рано. Вот, они довольно сильные. Плюс там, видите, много магов, которые издалека бьют. Вот, и с ними разобраться не представляется возможным, потому что если мы зайдем туда внутрь сразу, да, то они переключатся на наших дальних персонажей и нас убьют просто. Вот, поэтому мы выйдем отсюда назад. И пойдем дальше тогда исследовать наш мир. В принципе, у нас есть несколько заказов, которые мы можем сделать. Плюс поисследовать еще море продолжим. Ну, все такое. Поэтому сейчас мы ускоренно выходим назад. Сюда. Я пока даже не могу придумать тактику, с которой можно было бы там повоевать. А еще мне показалось, что как-то очень быстро заканчиваются ресурсы сейчас. То есть вот, ну, фактически, либо персонажи начали там что-то сами по себе делать, то, что раньше не делали. Но вот сейчас у Алота фактически я кастанул только огненную стрелу, точнее огненную стену, и все. И на этом закончились, ну, он там, возможно, что-то сам, конечно, кастовал, да, но на этом закончились все ресурсы. И это как-то вообще не радует, ребят. Будет, конечно, видно. Так, ну что, давайте тогда вспоминать, что нам нужно. Ну, он ждет в огне, понятно. Последнее пристанище. Отправиться к руинам. Матара Окози расположен в цепи островов Коарикуху. Короче говоря, я помню, что нас очень активно отправляют на Коарикуху. Вот, поэтому мы сейчас с вами туда и отправимся. Надо сейчас еще посмотреть, что там можно с кораблем сделать. Вообще, нужно ли что-то делать с кораблем. Состояние парусов, состояние корпуса, все нормально. По еде тоже у нас есть всего достаточно. Вот, единственное, что... Вот это у нас кок. Навигатор. Все. Ну, сейчас будем смотреть уже. Так, причал королевы. Покинуть город по морю. Получается, нам нужно еще один уровень, как минимум, чтобы добраться до
этого задания. И то, что-то мне подсказывает, ребят, что этого будет мало. Но кто знает, может действительно один уровень так сильно здесь изменяет всю ситуацию. Скоро увидим. Я думаю, что уровень нам поднять один будет не так уж проблема. Дицилия. Так. Ну, давайте немножко поплаваем просто в округе. Исследуя какие-то новые места. Укус Сунгати, Джунка. Острова Кори Куху. Получено очков опыта. Отлично. Так, здесь вижу немножко ресурсов. Можно, в принципе, их собрать. Ресурсы лишними не будут. Распутница Анадера, вот, кстати. Она тоже на уровень нас выше. Будет сегодня у нас серия неудач, посмотрим. Я думаю, что с одним-то персонажем мы как-то разберемся. Понятно, что скорее всего она там будет не одна, но... Так, давайте посмотрим на это задание. Распутница Анадера. Сирена Анадера. Объявилась Сирена, заманивающая корабли на рифы. Выжившая рассказывает, что ее зовут Анадера, и живет она на западных островах Великой Цепи Коа-Ори-Куху. Убив ее, обеспечу более безопасное прохождение. Так, ну, давайте попробуем. Уровень этой местности слишком высок, и сейчас пройти его будет трудно. Ну, хотя бы посмотрим просто, что она из себя представляет. Мы все-таки привыкаем, вспоминаем управление игры, все такое сейчас по большей части. Вот у нас распутница Анадера, земляной Аидос, 2 штуки, вестники смерти какие-то. Что за вестники смерти? Черт не знает. Да, что-то мне прям как-то вот некомфортно сейчас, некомфортно. Ну, давайте пробовать, что делать. Давайте сначала вестника смерти убивать. Ну, вестник смерти начинает вполне неплохо так уходить. Да, подтормаживание во время боя определенно никуда совсем не делись. Это вообще, конечно, не радует. Вестник смерти очень в живом состоянии находится. Эдеру еще что-то наложили. Объятие любовника. Такое тоже бывает, оказывается. Так, главному персонажу плохо. Так, защита уходит. Здесь уже в защиту мы ушли.
Пагубное облако, чистый урон существам всем. Давайте будем наносить его. Но пока все неплохо идет. Только вот если бы Эдер еще наших же не бил, сейчас вообще было бы замечательно. Так, отлично. Осталась только она. Ой-яй-яй-яй. Так, ну что, пожжем ее еще немножко? Нет. Серафины определенно тут хотят сегодня доконать. Ну, короче, с ней так, да, не просто сражаться, чувствуется. Прям. Ну, отлично. Убейте Надеру. Мы это сделали. Ну, да. В такой ситуации, хотя вот видите, тоже уровень разницы всего, да, такая ситуация. Легкий доспех, отличное качество, плюс 2 класс защиты, клинки врагов, шанс 10% противостоять рубящим атакам. Время восстановления плюс 0. Так, а какой там класс защиты? 5. Давайте сейчас сразу на Эдера попробуем примерить это дело. Так, где она? Только что же взял кому-то. Не Эдеру, ой, точнее, не Алоту взял. Только что было. Вот она. Нет, старый наряд Аркемира. А, вот она. Так. Время восстановления плюс 0. Отличное качество. И здесь еще шанс противостоять рубящим атакам. Плюс еще шанс его, я так понимаю, с ним можно что-то сделать, типа зачарования. Клинки врагов. Копья обвинителей. Колющим и рубящим атакам. Либо еще... еще и дробящим.
Ну, понятно. Ладно. Так, пока так. Так, первобытная земля Оникс. Так, здесь больше ничего нет, я так понимаю. Ладно. Еще, как знаете, ввели пошаговый режим в Pillars of Eternity, но для этого нужно начинать новую игру. Может быть, когда-нибудь мы его посмотрим. Напишите в комментариях, интересно ли было увидеть. Будет увидеть. Вот. В принципе, идея как бы интересная, если они правильно все реализовали. Я так подозреваю, что здесь, наверное, все будет очень похоже на Тайс, точнее, на Нуминеру. Да. Тормент. Или же на Дивайнисе. Ну, в принципе, они там плюс-минус похожи. Просто пошаговые свои боевки. Интересно будет посмотреть, я думаю. Так. Старое поле боя. Давайте обыскивать. Раковина Азата. Фейерверк. Находите доспехи в очень хорошем состоянии. Ну, обычные доспехи имеется в виду. Так, с одним заданием мы разобрались. Давайте посмотрим, какие у нас еще задания. Так, это есть. Ага, Радульф есть, кстати, смотрите-ка. Стоп. Радульф. Радульфа я только что видел. Вот он. Вот он. Так, давайте почитаем еще раз. Золотой колокол. Золотой колокол, да. Малышка Люка указывает на черную точку горизонта. Капитан, к нам приближается судно. Напрягая зрение, вы замечаете трепещущие на ветру знамена неизвестных вам цветов. Корабль приближается, его команда распахивает орудийные порты. Начинаем. Так. Полный вперед. Золотой колокол допускает ошибку, поймать ветер. Ну, давайте на 200 метрах начнем стрелять. Ух ты, нам так хорошенько дали по голове. У него 120. Ого. Знаете, ребят, я думаю, что нам сейчас лучше будет попытаться на них. На абордаж сейчас придется идти. Да, видите, как они нас хорошо дамажат. Ну, 9 урона корпусу нанесли.
только мы разворачиваемся, сразу по нам стреляют, видите? Сейчас будем пытаться, наверное, на абордаж брать. Жалко, что мы не сохранились. Но они там начали кого-то перемещать. Может быть, это будет долго, как в прошлый раз. Да. Я думаю, что и так понятно, что сейчас будет. Грохочет канонада, стенает непокорный, больше вы ничего не слышите, весь экипаж пал. Палуба под ногами накреняется, корабль с тихим шорохом погружается в объятия моря. Вас поглощает тьма, и тепло солнечных лучей на коже кажется теперь лишь призрачным воспоминанием. Вы делаете последний вдох, скрываетесь под водой. Ваше приключение окончено. Да, ну, теперь будем знать, что и такое бывает. То есть у них, как видите, очень мощный корабль. Попробуем тогда взять на абордаж и разобраться с ними уже на палубе. Ну, ради интереса, кстати. Мы так, по-моему, ни разу не делали. В этот раз, кстати, гораздо меньше мы всего сняли. Значит, это получается случайное событие. Так. Радульф, вот он есть здесь. Давайте сохранимся. Взять на абордаж. Никакой пощады, вперед! Когда ваши матросы слышат приказ ускориться, между ними пробегает взволнованный шепоток. Стоит противнику открыть шквальный огонь, непокорно окажется прямо под ударом. Кроме этого, вы рискуете потерять бойцов. Продолжать путь вперед. Ваш корабль спиняет воду, седая и взмывая на волнах. Соленые брызги орошают главную палубу. Непокорный золотой колокол врезается друг в друга с оглушительным треском, разбрасывая во все стороны расщепленные доски. Кое-кто из команды вашего противника не удерживается на ногах и падает за борт. Покорный получает 25 единиц урона, корпус и 1 урона команды. Разражаясь воинственными криками, ваш экипаж раскручивает абордажные крюки и наводит доски через пространство между кораблями. Ваши бойцы перепрыгивают на палубу противника, готовясь к бою. Ошеломленная команда атакуемого корабля все же находит силы сплотиться. Раздается грохот пистолетов и звон стали. Посмотрим, как теперь у нас морские бои. Я помню, один раз у нас был морской бой, там производительность очень-очень хромала. По ощущениям было FPS 10-15. Такая музычка спокойная, успокаивающая играет, будто бы мы сейчас не собираемся убивать корабль. Так. Ну, как-то их побольше, так знатно побольше. А, нет. Не сказать. Так. Ульянский Сайфер, Моряк, Паладин Золотого Соглашения, Радульф, вот он наверху. Ну что ж.
Поехали. О, кого-то убили. А, это Идвин там, наша, получается. Они, видите, там начали что-то делать. Отлично, кого-то еще убили. То есть сейчас вот такой эффект при убивании показывается каждый раз. Интересно. Ну, Райдер тут хорошенько начал творить всякие дела. Так, где у нас Сайфер наш? Потому что по нему кто-то сильно просаживает. Давайте ждем. Так. Это же Эдер, я надеюсь, кастанул-то стену огня, а не мы. Ну, пока все неплохо. Да, мы убили Радольфа, отлично. Боевой дух получен 8. Биодул получает сломанная кость. Экипаж получает 990 опыта. Экипаж получает опыт на море. Мы получаем ранги. Сестра Читаделя получает уровень. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут интересного из лута. Пластинчатый доспех хорошего качества. Хороший стеганый доспех, аркебуза. Волшебная палочка. Что, ничего больше интересного нет? Раздались монеты с экипажем. То есть, как видите, в данной ситуации абордаж очень сильно облегчил нам все. Так, еще есть какой-то Пуракау. Дрейк Пуракау обустроил свое гнездо посреди оазиса на северо-западе острова Маже, где и охотятся на путников, ищущих воду и ночлег. Местные жители обещают щедрую награду. Так. Остров Маже. Это, наверное, получается здесь, я так понимаю. Так, еще раз. На северо-западе острова Маже. Северо-запад это получается где-то здесь. Если это, конечно, остров. Ну вообще вот Маже написано. Давайте посмотрим. Так, у нас тут, кстати, раненая команда не поправляется, Биоду. Давайте сейчас займемся этим делом. Где Биодул вообще? Вот он. Так, он у нас боцман, получается, рулевой. Кто у нас рулить еще умеет? Ладно, давайте пока так.
Куракао, вот он. Отлично. Ну, посмотрим сейчас на этого Дрейка. Так, кто там на нас решил напасть? Малышка, так. Корабль приближается, его команда распахивает орудийные порты. Трус, да. Ну давайте возьмем на абордаж. Не знаю. Пытаться бежать. Вы приказываете экипажу уходить на полных парусах. Вражеский корабль еще какое-то время гонит за вами, тут он скрывается за горизонтом. Пока сбежим, а там будет видно. Просто у нас не полностью был отремонтирован корабль, и ну, с этим не хотелось бы сейчас воевать. Так, вот и Дрейк. Сорив жрец. Все, он один. Знак тьмы. Ладно, поехали. Все. Убили. На этот раз все прошло очень-очень быстро. Свидетельство веры, дополнительные эффекты, решительность 2. И колечко какое-то, кольцо одинокого странника, инициативность, решительность +1, волк-одиночка. А когда рядом нет соратников, получает исключительное сопротивление воздействием. Пока положим сюда. Знак тьмы на всякий случай уничтожим. Все, здесь больше ничего нет. Вот так все оказалось просто. Ну и, наверное, это даже и хорошо. Так получается, что все заказы, которые мы взяли, мы выполнили, кроме Вина, по-моему. Но Вин он на уровень выше нас, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Вообще, ребят, я рад, что я вернулся к прохождению. Все-таки одиночные игры, вы знаете, сейчас есть такой момент, что очень мало людей играет в одиночные игры, да, потому что как бы мультиплеер, он, конечно, дает свои плюсы, да, какой-то вариант, ну, другого удовольствия, да, более сильного, возможно, но в то же время иногда вот тянет поиграть как раз во что-то такое, не спеша, спокойно, насладиться сюжетом. Это очень важно. Вот. Очень мало сейчас таких игр, да, которые позволяют наслаждаться сюжетом вот прям хорошо, имею в виду из новых. Так, давайте посмотрим. Награда за голову Вин. Вин, командующего Дао Безрассудность. За доказательство его гибели положена награда. На востоке от Никитаки, а также за грядой островов Куарикуху. Так, Вин. На востоке от Никитаки. Ну, кстати, мы полностью починились за это время. Опять на нас напали. Капитан с Рубскура.
Попыток поприветствовать вас, оно... Судно держится на расстоянии, блуждая на краю видимости. Точно дико наступить, пусть живут. Мы же не будем на них нападать. Так, он все-таки вражеский или нет? Тут непонятно. Да. К востоку от Никитаки. Так, как у нас там дела, кстати, с едой, питьем на корабле? Давайте им пиво поставим вот так. Ну, пока не видно этого капитана. Возможно, тайник тоже не тот, который нам нужен. Может быть, сейчас его здесь и нет. Все-таки там написано было 2 места, правильно? Наверное, не зря так. Ну ладно, давайте пока высадимся здесь тогда. Здесь есть что тут собрать. Чрево Тангалуа. Я думаю, что мы сюда заглянем, но уже не сегодня, ребят, потому что все-таки время подошло к концу. Вот, я надеюсь, что следующие серии будут выходить более регулярно. Вот, хотя я, в принципе, это не раз уже обещал, но, к сожалению, ребят, сейчас работа занимает очень много времени. Вот, поэтому будем стараться. Я уверен точно, что мы пройдем, потому что я сам этого хочу. Вот, но... Так, вот, кстати, частота смертей врагов. Только последний. Использовать повторы, использовать умную камеру. Частота жестоких смертей всегда. Частота умирания союзников всегда. Частота сбивания с ног союзников всегда. Вот, кстати, собственно, это новая настройка, о которой мы с вами говорили. Так, интерфейс, шкала способностей, шкала действий. Сглаживание почему-то у нас стало... Ага, понятно, то есть еще выше. Странно, да. Сложность. Вроде бы все остальное... Включить телеметрию. Так, это понятно. Вроде бы все остальное, да, все нормально. Вот. Но на сегодня это все, ребят. С вами был Реторн. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих выпусках. До встречи.